Всем привет! Сегодня поговорим о разгоне оперативной памяти в контексте разгона ручного, соответственно, в случае, если ваша оперативная память не поддерживает XMP профиль. Разгонять мы будем дешевую китайскую оперативную память под названием Corsair. Она имеет базовую тактовую частоту 1860 МГц, и у меня она в наличии две плашки по 8 гигабайт, то есть итого 16. Сразу хочется сказать о том, что эта оперативная память, конечно же, не поддерживает XMP профили, что в принципе вообще в целом упростило бы нам работу. Мы могли бы в BIOS просто выбрать XMP профиль подходящий, и на этом все. То есть абсолютно не заморачиваться. В этом же случае мы частоту памяти будем выставлять вручную. Вкратце для тех, кто интересуется, что такое XMP профиль, это такой набор прошивок в оперативной памяти, который позволяет выставлять самую успешную пару для работы в вашей системе. То есть под парой я понимаю частоту памяти и, соответственно, тайминги, самые подходящие под эту частоту. Это все автоматически выставляется при выборе в профиле, и вам заморачиваться не приходится. Рассказывать о разгоне я буду в обычном режиме, без особого фанатизма в монтаже, поэтому все будет просто, на простом языке. Значит, еще раз, моя задача поднять на китайской оперативной памяти частоту максимальную, которую она сможет взять, плюс минимальные тайминги к этой частоте, чтобы она работала. Ну и погнали смотреть, как это было. Если что-то будет важно, я прокомментирую. Сразу хочу показать, как поведет себя компьютер в случае, если оперативная память не возьмет частоту определенную. Допустим, с базовой частотой 1866 МГц моя китайская оперативная память может вытащить 2133 МГц. Это я уже проверил. В случае, если мы поставим 2400, она их уже не вывезет, и, соответственно, компьютер выпадет в ошибку, о чем нас оповестит пищалка динамик. Или же просто компьютер не будет запускаться. Вот такая будет ситуация. То есть мы его перезагрузили, а изображения на экран нет. Это говорит о том, что оперативная память такую частоту просто не вывозит. И поднимать напряжение свыше, чем необходимо, здесь тоже не имеет смысла. Поэтому, в общем, я уже проверял, эту частоту она не берет. Так что, если после очередного поднятия частоты у вас произошел какой-то сбой, то есть компьютер не запускается, не грузится, еще что-то, то здесь есть несколько вариантов решения проблемы. Первый и самый простой – это перезапустить компьютер с помощью удержания кнопки питания долгого, после чего компьютер перезагрузится и должен запуститься. И даже, может быть, на этой частоте он запустится. Но если же проблема стала сложнее, то есть вам не помогает выключение с помощью кнопки перезагрузка, то здесь вариант такой. Либо же нажать специальный тумблер, который у вас есть на системной плате, а если такового не имеется, то просто достать батарейку BIOS, то есть сбросить настройки BIOS. Итак, ребят, вот у нас получается, мы пытаемся выставить частоту памяти 2133 МГц. Так. Далее. Напряжение у нас стоит 1,65. Можно чуть поменьше поставить, допустим, 1,6 вольта. Вот мы вставляем пока так. Идем в тайминги. Кстати, забыл сказать, мы регулируем только первые 4 пункта. Остальное нас не интересует, пускай все остается автоматически. Перерыл я кучу информации по таймингам, какие можно поставить. Вот для этой частоты 2133 некоторые из оперативок вытаскивают вот такие вот тайминги. Минимальные 10, 10, 10, 27. В моем случае скажу заранее, что я уже протестировал. Эти тайминги не подошли, потому что просто крашнулась система. Во-первых, сильно были просадки по скорости чтения и записи в оперативную память, но затем просто крашнулась система, вылетел синий экран. Итак, пока еще не крашнулась система с этими таймингами, давайте быстренько CPU-Z, во-первых, запустим. Итак, memory, смотрим. Частота у нас стоковая 933, то есть 1866 МГц. В Dual канале работает, все нормально, но частота не бустанулась. Не бустанулась она из-за того, что тайминги не вывозят. Кстати, смотрим, какие тайминги отображает нам наша оперативка.
11:30. То есть он даже не берет те тайминги, которые мы с вами выставили. Обратите внимание, и, соответственно, буста нет. 933 МГц. Окей. Идем затем в AIDA. А все, не идем мы в AIDA, не успеваем. В общем, поверьте на слово, там серьезные просадки по чтению и записи. А вот что мы имеем, когда у нас тайминги слишком низкие. То есть немножко нужно повышать. Это, ребят, к вопросу о том, как мне там настроить минимально тайминги. Здесь же у нас вот такая ситуация. Берем минимальные тайминги, которые мы нашли в таблице в интернете. Пытаемся по ним. Если не выходит, повышаем просто потихонечку тайминги. Сейчас покажу, к чему я все-таки смог прийти. После чего моя система не лагала, держала нормально высокие чтения и запись показатели. И, соответственно, не лагала, не фризила, ничего не вылетало. Сейчас я буду подбирать, чуть повышать их. Дальше такой вопрос, который может волновать многих. Не спалю ли я свою оперативную память, пытаясь ее разогнать? Единственное, что могу сказать, спалить что-либо всегда есть шанс, если вы будете здесь бездумно все крутить. Соответственно, чтобы ничего не спалить, не нужно гнать напряжение. То есть вот 1,65, мне кажется, это уже дальше не нужно, не стоит. Вот, также необходимо знать, есть ли у вас охлаждение на оперативной памяти. Точно ли оно не просто сделано для вида. Потому что есть такие оперативные памяти, продаются они недорого стоят, китайские, и, соответственно, у них радиаторы как бы красиво выглядят, но на самом деле они функционал несут мало. Вот, и поэтому внимательно с напряжением. А так, в остальном, в принципе, шанс спалить оперативку очень низкий. Тут же, конечно, играет роль качества и все такое. Так, давайте посмотрим, нам тайминги не зашли. Возвращаемся сюда, давайте немножечко их... Значит, здесь мы, наверное, выставим 30 все-таки. По рекомендациям, видите рекомендации, которые нам даются. Это то, что смогла оперативка осилить. Давайте сделаем пока так. 11, здесь сделаем 30. Давайте я попробую так, если что, еще немного повышу. Итак, ситуация не поменялась, значит, повышаем еще. Итак, вот я немного повысил, значит, получается второй и третий параметр, то есть TRCD и TRP. 12-12 получилось, здесь 12-12-30. И сейчас мы, как видим, сейчас у нас все правильно отображается. То есть 2133 у нас сейчас держит. Вот, если мы откроем AIDA 64, сделаем тест, посмотрим, не проседают ли скорости, то, возможно, у нас подойдет это. Кстати, при замерах скорости рекомендуется больше ничего не включать. Так, ждем окончания теста, смотрим результаты. Если все в порядке, кстати, смотрим, тайминги у нас отобразились, частота взялась, все в порядке. Тестим. При каких-то просадках, значит, придется еще повышать тайминги. Так, поступила новая информация, значит, я еще немножечко понизил тайминги, сделал 10, 11, 11, 30. Вот. Соответственно, вот предыдущие у нас показатели. Вот следующие. Соответственно, все показатели здесь, они выше, чем в этом бенчмарке. Что не может не радовать. Все здесь прекрасно. Просадок никаких нет. Несколько раз я делал тест, чтобы убедиться, что нет просадок никаких конкретно. Вот. Куда здесь именно смотреть, спросите вы в этом бенчмарке? Смотреть нужно на все параметры. То есть вот у нас есть блок с чтением, записью, копированием и блок латенси. Латенси у нас должно понижаться при улучшенных таймингах, пониженных. Все остальное должно повышаться. То есть кэш, уровни кэша и памяти. Ну вот как-то так. Ну и, соответственно, нужно наблюдать, чтобы держалась та частота памяти, которую мы с вами выставляем. Если она не держится, значит тайминги точно не подходят. Вот. Можете посмотреть, каких таймингов достиг я. 10, 11, 11, 30 от этой оперативной памяти Claysair. Вот, кстати, пример. Еще попытался немножко понизить последний пункт, который называется TRAS, вот, до 28. Но все показатели прямо упали. Особенно запись памяти упала прям так нормально по сравнению с предыдущими показателями. Здесь у нас было 10, 11, 11, 30, а вот 10, 11, 11, 28 уже хуже. Вот пример того, что как, если мы борщим с понижением таймингов некоторых из этих параметров, то
вероятно, что скорости упадут и стабильность системы работы тоже упадет. Так что возвращаем сюда, как было. То есть самый оптимальный для моей оперативной памяти, как я уже и сказал, 10, 11, 11.30. Лучше мы по ходу сделать не сможем. И затем нужно будет какое-то время протестировать компьютер, то есть всю систему на стабильность. В играх, там, в различных приложениях, в браузере и подобное. Чтобы затем уже выяснить, точно ли эти тайминги справляются. Может быть, что-то еще придется повысить. Но пока что так. Также, подводя итог, хочу рассказать вам о моей попытке повысить частоту оперативной памяти до 2400 МГц. Эта задача не увенчалась у меня успехом, потому что оно, в принципе, запускалось, даже проходило тест стабильности, но в целом работало плохо. Возникали различные лаги, тротлинги, игры не запускались, вылетали ошибки и многое-многое другое. То есть это было очевидно. Хотя показатели в бенчмарке были намного лучше, чем показатели при разгоне до 2133 МГц. По итогу вот о чем я и говорил. 2400 МГц у нас оперативка не берет. Она как бы работает на этой частоте, но есть различные проблемы, тротлинг, лаги и все такое. То есть с помощью такого разгона у нас работать системой не получится. Поэтому самое лучшее, что мы смогли добиться, я уже говорил выше. 2133 МГц вот с такими таймингами. Задержка, кстати, CR в один такт. Здесь она была в 2 такта, но значения не имеет. Различные тротлинг, лаги. Даже в игры заходить не получалось, выдавала ошибку. Да что говорить, потому что на флешку файл скинуть не получалось. Ну а на этом все. Извиняюсь за такой длинный ролик. Просто делал все не под монтаж, а просто как оно есть, как размышлял, как выполнял. Все это вы могли видеть, все мои ошибки, все препятствия, которые встанут перед вами, если будете разгонять свою оперативную память. Особенно такую, так скажем, древнюю DDR3, китайскую, слабенькую. Ну, в целом, такие результаты мы получили. Они, в принципе, довольно-таки неплохие для такой оперативной памяти. И с этим можно работать.